Друзья, всем привет! Добро пожаловать в мою деревенскую атмосферу. В этом году весна пришла очень рано. И я по весне обычно в начале велосезона смазываю цепь своего велосипеда. Смазываю парафиновой смазкой, потому что к ней не липнет пыль, грязь. Это очень удобно. На целый сезон ее хватает. Раньше я смазывала цепь обычным маслом, но, к сожалению, цепь от него очень быстро загрязняется. А за городом, в деревне это особенно актуально, поэтому парафиновая смазка меня просто спасает. У меня в планах со временем приобрести электровелосипед, потому что здесь, вот в той местности, где я живу, очень большие перепады высот и достаточно трудно на механическом велосипеде подниматься в горы, косогоры, холмы. Перепады высот до 800 метров иногда достигают, то есть сложновато, очень сложновато ездить на велосипеде по таким холмам, поэтому электровелосипед это вполне себе очень хорошее такое решение, я думаю. Вот, поэтому я планирую его покупку. Не знаю, когда, правда, это случится, но со временем все-таки я его куплю. А пока я катаюсь на своем стареньком механическом GT и тренирую свою сердечно-сосудистую систему. Кстати, порекомендуйте какой-нибудь хороший электровелосипед. Я в них пока вообще совсем не разбираюсь. Напишите в комментариях, какой лучше купить. А еще хочу похвастаться вам своей обновкой. Я наконец-то заменила стеклопакет на фрамуге в своем кухонном окне. Старый стеклопакет уже заплыл грязью. И вот у меня теперь новенький. Там вот у меня наконец-то новенькое стекло. Здесь нету вот этих разводов. Только что мастер уехал. Здесь этикеточка еще осталась. Ой, надо будет ее сейчас как-нибудь отскрябать. Вот так. Это надо еще будет убрать. В общем, вот. Нормальный теперь у меня стеклопакет. А то было прям больно смотреть. Особенно, когда по весне стекла моешь, а его помыть нельзя, как бы. Но теперь можно, и все будет видно. Вот. Кошки уже заценили. Кнопка уже уселась. Вот так вот. Новенькое окошко у нас. Вон там я собираюсь еще сажать цветущие кустарники. Вот это спирея высажено. Еще вот здесь возле забора посажу. И еще вот возле этого деревянного забора я буду делать клумбу. Прям такую хорошую, с оградкой вот этой плетеной. И кашпо с клубникой вешать вот на этот навес буду, скорее всего. Вот такие у меня планы. Вот все стекла мокрые. Ливень прям настоящий майский ливень. И вот это вот Масюта. Вот у нас Масюта прилезла к нам, прилезла. Мася, чего ты тут своим хвостом крутишь? Все кошки домой забежали. Даже Вася пришел домой. Такой ливень вообще на улице невозможно. Вот так вот сидим мы тут, да, Мась? Сидим дома, на улице погода нелетная. В начале апреля случился первый ливень. Послушайте, как он стучит по крыше. Очень душевно. Однако уже к выходным погода наладилась. С одной спички зажгла. С одной? Да. Ого! Это потому что березовые дровишки. Потому что березовые? Угу.
трюк котий. Ух ты! Хороший прыжок был. Вот, я замерзла, вышла, нарядила, сейчас жарко на солнышке. Так вот, прячь. Давай помаши, чтобы угольки были видны. Что-то угольков не видно, только зола сыпется. Погоди сейчас. Ну-ка еще давай помаши, я вот так поснимал. Ну-ка. А, вот теперь видно угольки. Еще давай. И ворона выпрашивает кусочек. Мы не сыр едим, мы мясо. Бабуль, он все равно Поджарились. выскочил. Вау, вкуснота. А запах стоит. Ай-яй. Кстати, у нас уже началась посевная. Вот прямо с моего крыльца видно, как трактор посевной ходит по полям. Это очень такое интересное зрелище. Мне очень нравится, когда что-то сажают, как-то обрабатывают землю. Апрель нам преподносит сюрпризы. Сначала было очень тепло, как в мае, но теперь погода резко начала меняться. Сейчас вот шквальный ветер, и через буквально пару дней обещают, что температура от плюс 16 упадет до нуля, до минус 1, и будет снегопад у нас. Очень мне напомнила эта ситуация прошлую весну, когда в мае выпал снег прямо в процессе активного цветения всех плодоносных деревьев. А также у меня даже тюльпаны стояли в снегу. Однако в этом году снег у нас будет в апреле. Ну, хотя бы не так страшно, как в мае. Еще пока нету активного роста травы, ничего не цветет. Но все равно почки наклюнулись, и я даже успела пересадить усики клубники своей сортовой. Вот здесь я обустраиваю свою высокую компостную грядку, досыпаю немножко земли в эту грядку. За зиму она прилично просела. И я уже успела обработать клубнику. Была настолько теплая погода у нас стояла. Но теперь нужно подготовиться к заморозкам, к снегопадам. И мне бы не хотелось вот эту грядку оставлять открытой на произвол судьбы, скажем так. Поэтому я решила ее накрыть. В прошлом году я накрывала эту грядку спанбобом. Это такой материал, который вроде бы как мульчирующий эффект оказывает, но, к сожалению, под ним проросла трава. И в этом году я решила этот материал снять и постелить другую, более плотную пленку. О ней я подробно рассказывала в своем предыдущем видео. Можете пройти, посмотреть. Там я описываю свои эксперименты с рассадой заодно, кстати. Ну, а в этом году, в общем-то, я накрою мульчирующей пленкой более толстой эту грядку. И надеюсь, что под ней трава расти не будет, и у меня будет хороший урожай клубники. Чтобы грядка не перегревалась под солнцем, я взяла двустороннюю мульчирующую пленку. С одной стороны она белая, с другой черная. И вот такой вот эффект получается, что как бы белой стороной, если наружу ее накрыть, то грядка не перегревается, а черная сторона не позволяет расти траве, и получается такой мульчирующий эффект.
К сожалению, я пока не придумала, как закрепить эту пленку на грядке, поэтому я ее пока на первое время прижму кирпичами, а потом в мае уже закреплю ее более основательно. Поскольку в эту грядку у меня клубника уже засажена, я буду постепенно укрывать эту грядку и прорезать в ней отверстия для кустиков клубники. Сейчас покажу, как я это делаю. I know sometimes I'm slow to tell you it's no one else's fault but mine. If you don't know by the way I hold you, my heart's been yours this whole time. Oh, I hope I show it, just in case you need to know. I fall in love with you a little bit more, little bit more. Every time I think I've lost my way, I fall in love with you a little bit more, little bit more than before. Even on the days I'm not so sure, I fall in love with you a little bit more. Thought I knew every little thing about you. There's always more of you to learn. You try your best to show your worst, baby, you can rest assured I'll always be here for you, always be here for you. Oh, I hope I show it, just in case you need to know. I fall in love with you a little bit more, little bit more. Every time I think I've lost my way, I fall in love with you a little bit more, little bit more than before. Ну и вот, в общем-то, что у меня получилось. Вот так вот я укрыла грядку, прорезала специальные отверстия крестовые для клубники. Вот, поскольку она у меня была уже высажена, пока только ее придавила кирпичами. Но пока на первое время пусть будет так. Здесь я тоже кирпичами ее прижала. Поскольку на завтра выпадет снег, я буду накрывать еще вот такими дугами и укрывным материалом сверху, чтобы клубнике не было холодно. А тут у нас, смотрите, кто. Здесь Васек ютится, мой котик. В прошлом году я этим парником на дугах укрывала помидоры, огурцы, перцы, но сейчас они в рассаде, пока еще стоят дома, ждут своего часа. А я использую пока этот парник для клубники. В мае прошлого года был негативный опыт, когда снег выпал прямо на цветущую клубнику. И как бы мне не хотелось бы повторить этот опыт. И хоть клубника еще не цветет, она только начала давать почки, листочки самые молоденькие, все равно мне хочется ее укрыть и защитить от снега завтрашнего. И по итогу вот такой хорошенький парничок у меня получился. Он будет стоять над этой клубникой целую неделю, потому что у нас по прогнозам целую неделю холода, заморозки, снега. Вот. И я думаю, что он очень хорошо поможет клубнике не загнуться в самом начале ее роста. К тому же, помимо этого парника, я решила укрыть и другие растения, которые только-только начали прорастать. Было бы очень обидно, особенно за только-только набухающие почки на деревьях, которые я высаживала в прошлом году. Так, вот, значит, я закутала грецкий орех. Целая неделя снегов у нас будет. Вот так вот и в спанбоб его укрыла. У него после зимы 3 зеленых веточки с почками, свежих, совсем живых. Будет обидно, если они отмерзнут вот в эти снега, поэтому я его укрыла. Еще вот здесь вот я укрыла шелковицу. Просто так пакетом накрыла, завязала, укрыла землю вокруг лапками елей.
Наконец-то все укрыла к завтрашней непогоде. Вот это вот у меня клубника, которая с 70-х годов старенькая. Я не хочу, чтобы... Ну, она... Может быть, она и не погибнет, конечно, под снегом, но расти будет гораздо больше, и цветение у нее начнется позже, если ее заметет снегом точно. Это я знаю. Вон там укрыла шелковицу штамбовую. Вот это тоже клубника. Вот это здесь у меня грядка высокой сортовой клубники. Сорняки уже вовсю растут, и крапива, и всякая такая прей прет. Так, вот это вот я укрыла черешню желтую. У нее уже начали наклевываться почки. А вот это я укрыла черешню ленинградскую. У нее тоже уже веточки пустили почки. И как бы не хотелось, чтобы их покрыл снег. В прошлом году цвет черешни побил снег в мае. В этом году только наклевываются почки. Мне бы не хотелось, чтобы дерево погибло, если его заметет снегом. Вот здесь у меня посажены осенью тюльпаны и пион. Они уже взошли. И их тоже укрыла вот пленкой. Упаковочная пупырчатая пленка осталась от холодильника, когда я холодильник перевозила. Вот. Слава богу, я ее сохранила во дворе. Также я розу закрыла. Вот такой пакет нашла. Внизу вон там подвязала ее. Вот она полностью у нас закрыта. Ну и клумбу, которую мы с мамой высадили, она уже начала давать росточки, там цветы зеленеть начали уже, цвести, даже крокусы начали. Жалко будет, если это все покроется снегом. А уж тем более тюльпаны, они только наклюнулись, прям вот только-только кончики прорезались. В общем, вот так вот к завтрашней непогоде я готова. А еще вот я выкопала луковицы, которые у меня случайно залежались зимой в грядке, и посадила их в горшок. Они уже прорезались, зеленый лук начали давать. Но поскольку завтра непогода, вот этот горшок я соберу домой. И вот представляете, насколько удобно вот с такими кашпо, с цветами. Вот, например, какая-то непогода, да, можно взять горшки, поставить где-нибудь на веранде, занести во двор, спрятать где-нибудь. Буду думать в сторону кашпо. Со временем я цветы буду сажать все-таки в кашпо. С ними очень удобно, мне кажется. А еще я слишком поторопилась и очень рано открыла чеснок. В прошлом году осенью я его укрывала сухой листвой, ветками. Придется его обратно закрывать, чтобы снегом его не припорошило снова. А на следующий день случилась настоящая метель. Так, друзья, у нас все-таки выпал снег. Ошалеть. В апреле. Ну, хорошо, что не в мае еще. Вы только посмотрите на это. Снова началась зима. Да. Знаете, друзья, то чувство, когда понимаешь, что проделанная работа вчера была не зря. Да. Реально замело нас, друзья. Ух ты, ёшкин кот. Ёшкин кот. Так, посмотрите. Это, конечно, яй. Ай-яй. Ух. Вчера было солнышко, плюс 8. Не поверите. Ну как не поверите, я вам снимала вчера все. А сегодня вот что. Вот что. Офигеть. Все. С первым снегом, друзья. Вчера на небе сны заметая, хлопья снега вниз улетают. Метелица, как делится, постелит снег, закроет ночь своей рукой и наметет куплет на клавиши моей души о севере и о зиме, да о тебе.
поселится, как девица постелит снег, закроет ночь своей рукой и наметет куплет на клавиши моей души. Друзья, подписывайтесь на все мои соцсети, чтобы быть в курсе всех моих новостей. Ссылки под этим видео. Ну а на сегодня все. Благодарю всех за лайки, подписки, комментарии, донаты. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.